Всем привет! Сегодня я вам покажу достаточно простую стрижку, массивную, с лесенкой у лица. Я вам в предыдущем видео, которое выставила, показывала, как я крашу свою модель. Вот она у меня такая блондинка красивая получилась, как бы кофе с молоком цвет. Очень шикарный цвет, так что вы заглядываете. В описании или там в вопросах, я уже не помню, я написала ответ, как я ее крашу. Цвет действительно красивый, богатый, но не забывайте о том, что у меня девушка седая, соответственно, на этот цвет получается тогда, когда много седины. Если очень много своего пигмента и волос не седой, то, конечно, надо другую пропорцию для создания этого цвета. Ну а сейчас мы приступим с вами к стрижке. Так как у нас с вами массивная стрижка, она стрижется, натяжение 0, да, и срез у нас, вы, кстати, нижнюю линию вы делаете, хотите прямую, хотите полукруглую, это уже будет как вашей душе угодно. У меня будет на затылке линия прямая, но с лесенкой у лица, поэтому чисто внешне она будет выглядеть как больше, наверное, овал, да? Нет, круг. Круг, потому что в сухом виде, когда она уже поднимет голову, соответственно, у нас уже будет выглядеть именно как круг. Значит, в чем здесь суть? Массивная стрижка, еще раз повторю. Как стрижется? Методом наложения пряди на прядь. В чем прелесть этой стрижки? Во-первых, если вы правильно стрижете, у вас эта техника, да, особенно для каре, шикарно получается. То есть каждый следующий же волос у нас получается длиннее, и, соответственно, стрижка у вас будет подворачиваться вовнутрь. Мы с вами делаем эти стрижки в том случае, если вы хотите создать плотную линию внизу, потому что мы будем с вами дорабатывать. И вот теперь как бы обратите внимание, что я показываю. Видите, у меня снизу есть линия. Вот она здесь на картинке была сделана штрихом. Я должна свои пальчики подвинуть так, чтобы я попала на линию среза, на нижнюю линию среза, то есть на контрольную линию. Она у меня должна как бы пальчиками закрыться, то есть край моих пальчиков должен совпасть со срезом. И когда вы представляете ножницы, да, когда мы с вами стрижем, ножницы у нас имеют с вами толщину 2 мм. И поэтому, когда вы срезаете, получается, что каждая следующая прядь длиннее на 2 мм. И это создает у вас массивную и такую достаточно тяжелую плотную линию. Эта стрижка проста, поэтому каждую следующую зону, каждый блок вы простригаете в одной и той же технике. Еще раз повторю, мы с вами стрижем массивную стрижку. Вот я вам показала нижнюю уже сделанную контрольную линию. И я удлиняю верхнюю прядь на 2 сантиметра. То есть еще раз повторю, значит, у меня с вами контрольная линия. Я съезжаю своими пальчиками на линию, то есть я прячу своими пальчиками нижнюю линию, вы ее видите, то есть нашу контрольную линию. И когда я начинаю срезать, у меня ножницы имеют толщину, и, соответственно, у меня моя следующая прядь, она увеличивается, удлиняется на 2 мм. И, пожалуйста, будьте внимательны. Не надо мучиться и давать самостоятельно расстояние, потому что мы с вами на глаз не можем выровнять прям четко и 100%. Пользуйтесь именно этой методикой, которую я вам рассказываю. Поставили на контрольную линию и отрезали. 100% у вас ножницы будут давать дополнительную длину. И за счет этого появится удлинение следующих этих линий. Видите, здесь я делаю прямую, но когда девушка голову поднимает, линия становится как бы полукруглой. Вот. Если вы хотите совершенно прямую линию на затылке, то, конечно, нужно будет вам срез делать немного под углом, как у боб-каре на удлинение к лицу. Когда вы простригли затылочную зону всю полностью, вы переходите на виски. Значит, что я сделала? Вы берете за контрольную прядь с затылочной зоны. Вот видите, у меня она как бы уже задана длина. И вы подводите пряди у лица, вот, натягиваете натяжение, видите, опять же 0.
срез без угла, то есть у нас с вами 0. Здесь у меня, естественно, не перпендикулярно идет ни полу, ничему, да, то есть нет натяжения. Вы причесываете волосы и срезаете, как они растут. Значит, вот не забывайте, что девушку надо чуть-чуть развернуть. У меня лесенка будет без градуировки, у меня будет достаточно тяжелая массивная стрижка. Соединяете нашу естественную линию, которую вот мы с вами простригаем с затылочной зоны. Видите, я отделила следующую прядь на одном уровне. Опять же, в свободном падении волосы расчесали, как они растут, и продолжаем стричь. Мы не меняем технику. У нас с вами каждая следующая прядь длинней на 1-2 миллиметра. Стрижется она очень быстро, эта стрижка, но смотрится она красиво. В конце, как всегда, я вам покажу фотографии, как это выглядит. Ну, кстати, у лица, если вы хотите все-таки побольше объема, то вы удлинение можете не делать. Вы можете вровень срезать с вашей контрольной прядью. И тогда, когда волосы высушатся, будет легкая, еле заметная градуировочка, потому что волосы приподнимутся. За счет этого будет небольшой объем. Проверяете обязательно, видите? В одну сторону, в другую. Стрижете снизу, проверяете, стрижете снизу наверх, проверяете сверху вниз. Натягиваете волосы все по росту. Простригли одну височную зону, переходим с вами к другой. Не забывайте, контрольную прядь мы берем с затылочной зоны, за ушком. Вот видно, как она отчесана. Натягиваем и все с вами стрижем. Вводим нашу линию. Какая длина? Длину вы задаете сами, потому что если у вас девушка носит челку, то, естественно, приближаясь к лицу, у вас будет прядь короче. Ну, у меня конкретно просто небольшое удлинение к затылку, то есть у лица немного короче. Просто для того, чтобы создать, так как бы, если волосы назад она зачешет, появится такая градуированная форма. То есть создается все-таки объем с помощью линии покороче у лица. Продолжаете стричь. Только вы еще не забывайте, вам обязательно надо проверять лево-право. То есть вы простригли и проверяете. Не забывайте, потому что, может быть, глазомер, конечно, я не сомневаюсь в ваших глазомерах, но все-таки себя проверяйте, потому что можно чуть-чуть напортачить. Одну зону можно подстричь длиннее или короче. Поэтому будьте аккуратны. Каждый простриженный блок обязательно проверяйте лево-право. Из одной и той же зоны берите на одном и том же уровне и проверяйте длину. Поворачиваете девушку так, чтобы вам было удобно, потому что плечи мешают. И продолжаем с вами стрижку. Видите, натяжение у меня 0. Никуда мы с вами не уводим. Вы создаете окантовочную линию, я вам напомню, еще раз своей формы. Хотите полукруг, хотите прямую. Хотите, вы будете создавать с лесенкой у лица, хотите, не будете. Здесь у нас суть. У нас с вами удлиненная стрижка. Видите, волосы все-таки и не средние, и не длинные. Такая удлиненная достаточно стрижка, массивная, достаточно тяжелая стрижка. У моей модели волосы подвиваются. И она, конечно, любит больше их вытягивать. Но волос не очень много. Хотя волосы достаточно плотные, хорошие волосы. Ну, вот такая структура. Поэтому мы с ней выбрали именно такую форму стрижки. Она с ней справляется. Она эту стрижку может делать кудрявыми волосы, потому что они подвиваются. Она может вытягивать. И также она любит убирать в хвост. И это все дает как бы это одна длина. Вот смотрите, после того, когда вы простригли лево-право, обязательно перечесывайте, делаете глубокий пробор и делаете проверку. То есть перекидываем волосы слева направо, справа налево. Для того, чтобы, если ваша девушка носит пробор не посередине, вот смотрите, теперь в другую сторону я перекидываю. Если пробор носит она не посередине, то вы же понимаете, да,
вы не можете сделать четкую середину и сделать симметрично. Вот для того, чтобы у вас не было оплошности, у вас всегда было все идеально, обязательно делайте проверки. Потому что ваша девушка может перекидывать слева направо, волосы носить, и на середину они могут распадаться. То есть, конечно же, она будет носить так, как ей удобно, и выискивать миллиметры она не будет. Значит, после этого мы с вами подсушиваем волосы. Я использую брашинг Olivia Garden. Где купить, я не знаю, смотрите в интернете, их много. Но конкретно розовая серия, насколько я помню, уже закончилась. Это была лимитированная серия. Я чисто случайно купила, потому что, да, гламурненькая. Мне понравилось, я девочка, я ей пользуюсь. Ну, Olivia Garden вообще все хорошие расчески, но имеется в виду уровнем повыше. У них есть эконом-класс и уровень повыше, поэтому вы смотрите по своему бюджету. Так, значит, мы с вами все вытягиваем сейчас для того, чтобы дальше мы с вами дорабатывали стрижку. Значит, коротко расскажу. Обучение я провожу. Значит, колористику мы с вами проходим онлайн. Азы все рассказываю, учу решать задачи. С вами исправляем ваши пробелы, страхи убираем. Пробелы в чем? Значит, спецблонды мало кто понимает. Дальше, как работать с обесцвечивающими порошками, как нейтрализовать, все расскажу. Решаем задачи. И рассказываю очень много секретов полезных, которые вам пригодятся в вашей работе. То есть уберем ваши страхи точно, абсолютно, и бояться уже перед... Ну, то есть вы будете более решительны. То есть вам не будет... Конечно же, будет страшно, всегда страшно. Даже мне страшно, когда приходит новый клиент, потому что мы не знаем, как у него среагируют волосы. Так, давайте приступим пока дальше к стрижке. Видите, теперь мы с вами дорабатываем кончики, видите, проходим машинкой для того, чтобы у нас с вами потяжелее была форма. Они меньше секутся, естественно, форма сохраняется более долго, поэтому работа, вы можете, если длинные волосы, вы можете сразу же стричь машинкой, но здесь конкретно мне нужно было сначала придать форму, и затем я как бы утяжеляю сами кончики. Так, значит, колористику онлайн с вами я даю по скайпу индивидуально. Так, что еще? Ну что еще? Я, как всегда, рада, что вы меня смотрите. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Пишите, что бы вы хотели еще увидеть. Я по мере возможности, естественно, буду это выставлять. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня. Обращайтесь, пишите, звоните. Я, конечно же, всегда очень рада и благодарна вам за это. Вы дорабатываете обязательно стрижку, не ленитесь, всю проходите аккуратненько и будьте внимательны, не зарежьте волосы с противоположной стороны. Поэтому, чтобы вам не мешались волосы с противоположной стороны, их просто убирайте. Форму выводите красиво. Видите, у меня четкая тяжелая линия. И у вас линия, соответственно, когда вы перейдете уже к лицу на челку, она сойдется. Сейчас вы увидите. Видите, где у меня кончики какие-то лишние. Видите, я подчищаю. Вот это вот называется массивная стрижка. Видите, насколько тяжелый низ. Мы его не филируем, не облегчаем. И все, смотрите, теперь обязательно заканчиваем проверку с линию у лица. И дочищаете здесь. Видите, у меня вся линия сошлась. Четко и красиво. Но на этом я буду заканчивать. Вы досматриваете видео. Пожалуйста, мне пишите, звоните. Хорошего вам вечера, дня, ночи, утра, у кого утро. Всем пока и жду от вас новых писем. Приглашаю на обучение, приходите. Такой вот вид, видите, красивый получился. Она у меня девушка седая, поэтому я вот решила вам показать, какие красивые у нее теперь волосы. И блестят. Вот. Ну, всем пока еще раз. Всем удачи.